Перед вами программа настройки слуховых аппаратов Aurico серии NanoTrim. В данном видео мы рассмотрим подключение слухового аппарата к оборудованию для дальнейшей настройки, интерфейс программы и окно настройки слухового аппарата. Начнем с того, что необходимо подключить слуховой аппарат к программатору. Для этого понадобится кабель для программирования слуховых аппаратов Aurico и универсальный программатор HiPro. Одной стороной кабель подключается к разъему программирования слухового аппарата, находящийся под кнопкой переключения программ, а другой к HiPro. Далее во врачебной программе NOA версии 3 или 4 необходимо выбрать пациента и запустить модуль настройки слуховых аппаратов Aurico. Происходит определение слухового аппарата около 3-5 секунд. Интерфейс программы. Кнопка «Справка» и выбор языка. В данном меню находится справка по работе с программой, выбор языка и управление подсказками. Для активации отключения подсказок необходимо поставить галочку напротив пункта меню «Показать подсказки». Кнопка «Сохранить» сохраняет информацию о сеансе настройки в базе данных на компьютере. Кнопка «Отменить все действия» отменит все изменения до последнего сохранения. Кнопка «Добавить комментарий». Кнопка позволяет добавить в заметки информацию по пациенту. Кнопка «Печать протокола» формирует и позволяет распечатать сеанс настройки на бумажный носитель. Кнопка «Подбор». Окно подбора предоставляет врачу инструменты, помогающие ему и пациенту выбрать подходящий аппарат. Пациент может увидеть на картинках, как будет выглядеть его будущий слуховой аппарат. Показывая аудиограмму пациенту, можно лучше объяснить вид и степень потери слуха. В данном окне есть возможность поочередно выбирать слуховой аппарат для левой и правой стороны. Кнопка «Инструменты настройки». При нажатии на данную кнопку выпадает раскрывшийся список, в котором имеются следующие пункты. Первое. Расширенное управление. Данная кнопка открывает-закрывает расширенные функции настройки слуховых аппаратов. Второе. Автонастройка всех работающих сторон. При нажатии выполнится автонастройка всех подключенных слуховых аппаратов под любую из выбранных акустических программ. Третье. Программирование всех работающих сторон. Переносит сделанные настройки из памяти программы в память слухового аппарата. Четвертое. Чтение обеих сторон. Данная кнопка позволит определить модель подключенных слуховых аппаратов и загрузить настройки из памяти слухового аппарата в память программы для редактирования. Пятое. Установить цели. При нажатии откроется меню выбора формул настройки слухового аппарата. По данным формулам задаются цели на графике частотной характеристики в соответствии с потерей слуха пациента по введенной аудиограмме. Шестое. Программатор. В данном меню открывается диалоговое окно, где вы можете установить программатор по умолчанию. Седьмое. Автоматическое сохранение настроек слухового аппарата. При нажатии откроется возможность выбора режима программирования либо во временную память, либо запись в память слухового аппарата сразу после внесенных изменений. Окно настройки слухового аппарата. В окне настройки можно скорректировать параметры слухового аппарата для настройки его в соответствии с потерями слуха пациента. При протезировании бинурально отображаются обе стороны. В программе для удобства существует возможность переключения между двумя вариантами настроек. Кнопки «Вариант 1» и «Вариант 2» соответственно та настройка, которая активна и будет залита в память слухового аппарата. Для каждой стороны программирования специально добавлена кнопка «Считывание параметров из всех программ» на тот случай, если во время программирования произошло отключение слухового аппарата. Кнопка управления программами позволяет ограничить или добавить количество программ в слуховом аппарате. Количество программ зависит от модели слухового аппарата. Серия NanoTrim – это 4 программы.
Кнопка «Отмена действия». Откат одного изменения в настройках. Одно нажатие– это отмена одного изменения в настройке. Есть возможность пошагово отменить все действия до начала программирования. Кнопка «Автонастройка» выполнит настройку слухового аппарата в соответствии с целевыми графиками. Кнопка А, Б, С и Д указывают на программы, которые вы настраиваете. Акустические программы. В раскрывающемся списке акустических программ вы можете выбрать предлагаемую настройку на различную акустическую ситуацию, а именно общая, индивидуальная, музыка, ресторан, аудитория, телефон, то есть индукционная катушка, город. В центре отражаются частотные характеристики. Нажатием кнопок давления или усиления выбираете режим по выходу. Вкладка «Вход-выход» отражает соотношение этих показателей. Вкладка «Аудиограмма» как справочная информация для врача и пациента. Далее мы рассмотрим точечную настройку слухового аппарата. На вкладке «Главное» графически отображены регуляторы. Первый– регулятор общего усиления. Второй– регулятор АРУ выхода, регулировка уровня защиты от громких звуков. Третий. Регулятор области низких частот позволяет настроить слуховой аппарат в диапазоне от 10 до 2000 Гц. При установке галочки «Второй порядок» снижается низкочастотное усиление в 2 раза за счет изменения компрессии. Четвертый. Регулятор области высоких частот позволяет настроить слуховой аппарат в диапазоне от 1000 до 8000 Гц. Аналогично и второй порядок. Пятое. Кнопка подавления обратной связи позволяет на программном уровне уменьшить возможность появления обратной связи. Шестая. Кнопка включения регулятора громкости позволяет включать или выключать регулятор громкости на самом аппарате. В процентном соотношении отражается фактическое положение регулятора громкости. Седьмой. Режим по входу. При открытии раскроется список режима работы слухового аппарата. Первый. Режим микрофон, всенаправленный. При выборе этого режима усиление звуков происходит с переднего микрофона, который расположен у рожка. Рекомендуется применять этот режим на первой программе с общей автонастройки. Второе. Телефон. В слуховом аппарате активируется встроенная индукционная катушка, которая воспринимает звуки посредством магнитной индукции. Микрофон при этом не активен. Данный режим полезен при разговоре по телефону и для прослушивания речевых сообщений в общественных местах, вокзалы, театры и так далее, оснащенных индукционными системами. Зоны, оснащенные индукционными системами, обозначаются специальными информационными табличками. Третье. Микрофон, телефон. Смешанный режим по входу, когда активен и микрофон, и индукционная катушка. Четвертое. Прямой аудиовход, он же аудиовход. К слуховому аппарату можно подключать внешние источники звука, аудиоплеер, телевизор и тому подобное, посредством специального шнура. Микрофон при этом не активен, все звуки усиливаются с аудиовхода, объединенного с разъемом программирования. Вкладка «Эквалайзер». Данная вкладка показывает графический эквалайзер частот для точной настройки слухового аппарата. Разделение каналов позволяет самостоятельно установить количество каналов и частотный диапазон в каждом. Вкладка «Вход-выход». Данная вкладка включает в себя следующие возможные настройки. Коэффициент компрессии. В данной вкладке осуществлена возможность выбора параметров компрессии. Усиление тихих звуков позволит регулировать усиление входящих звуков в диапазоне от 25 дБ до 40 дБ на выходе в каждом канале. Усиление речевых звуков позволит регулировать усиление входящих звуков в диапазоне от 50 дБ до 70 дБ на выходе, также в каждом канале. Усиление громких звуков позволит регулировать усиление входящих звуков в диапазоне от 70 дБ до 90 дБ на выходе в каждом канале. Пороги шумоподавления позволят отрегулировать нижний порог активации функции шумоподавления. Коэффициент шумоподавления дает возможность включать
шумоподавление и отрегулировать интенсивность в каждом канале. Особенностью программы настройки слуховых аппаратов Aurica является добавление вкладки «Фильтры эквалайзера». Пост-эквалайзер дает дополнительную возможность менять уровень усиления на любом участке частотного диапазона, где центр– это точка в частотном диапазоне, уровень– это уровень усиления выбранной точки частотного диапазона, Q– размах от точки частотного диапазона, в пределах которого будет изменяться усиление. Важно! Изменение этой настройки постепенное, постоянно контактируя с пациентом. Вкладка «Динамика». В динамике можно регулировать по каналам скорость срабатывания механизма, ограничивающего громкие звуки, а также шум. Другими словами, скорость атаки и восстановления. Вкладка «Опции». Данная вкладка позволяет настроить персонализацию слухового аппарата для клиента, а именно уровень громкости информирования о переключении программ, уровень громкости разрядки и порог разрядки элемента питания, задержку включения аппарата, включение или выключение тинитус-маскера, позволяет маскировать собственный шум в ушах пациента. Тон-генератор для настройки in-situ позволяет даже при отсутствии аудиометра подобрать аппарат и произвести его предварительную настройку. Тональные сигналы при этом подаются в ухо пациента через слуховой аппарат, имеющий функции in-situ. Имеет следующие кнопки: пороги тональной аудиометрии, пороги дискомфорта, то есть проверка комфорта настройки слухового аппарата, настроить проверку отдельной частоты или всех доступных частот, а также установить длительность тона, то есть подаваемого звука в слуховой аппарат. Вкладка «Мастер настройки». Специализированное меню для помощи настройки слухового аппарата. Исходя из жалоб пациента на звучание, вид меню позволит быстро исправить дискомфорт. В данной вкладке есть следующие кнопки. Кнопка «Применить» – активировать настройку. Галочка «Применить действие на другую сторону» – необходимо при бинуральном протезировании. Кнопка «Отменить действие» отменяет активированную настройку. Знание программы настройки позволит вам быстро и качественно настроить слуховые аппараты Aurica абсолютно под любого пользователя. Спасибо за внимание.